Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня особенный день, 10 июня, ровно 2 года назад я начал изучать русский язык, и поэтому я решил отметить этот день, поделившись с вами, ребята, своим, ну как это по-русски, своим language journey, своим языковым путешествием, выделив некоторые важные этапы в моем процессе обучения. Что именно произошло за эти 2 года? Давай посмотрим. Я достиг моей первой цели через 7 месяцев, 7-8 месяцев после того, как я открыл мой первый учебник по русской грамматике, и это был, да, вот именно так, это было очень трудно в начале, но у меня была большая мотивация, я был мотивирован, и мне нравился каждый момент. Итак, я читал одну книгу по грамматике за другой, и, наконец, после 7 месяцев я закончил грамматическую часть русского языка, я разобрался с грамматикой. А потом, что произошло после этого? Мой второй этап, как только появился хорошая база, у меня уже была хорошая база, я понял, как функционирует русская грамматика, я начал искать людей, с которыми я мог общаться на русском языке. Я никогда не использую карточки. Забавно, как много слов можно выучить только читая книги по грамматике, потому что там есть много примеров и предложений, и пока вы учите русскую грамматику, вы одновременно приобретаете все больше и больше слов. Но это только когда вы используете правильные книги. Я снял видео, в котором я показал вам, которые книги я использовал. Не стесняйтесь, смотрите его. Ну да. Мне было очень интересно, сколько слов я уже знаю, и поэтому я проверил в этой очень хорошей книге. Я хотел посмотреть, если я знаю ли я первые 2000 наиболее употребленных слов на русском языке, и я их знал, не изучая слова по отдельности, только читая примеры и предложения в грамматических книгах. В большинстве грамматических книг используются самые полезные слова, поэтому неудивительно, что через год я уже знал их. По сути, ну как выражение по-русски, я убил 2 зайцев одним выстрелом. Да. Этап номер 4. Что я сделал в этом этапе? Наконец-то я начал читать книги на русском языке. Нет классику, это было бы слишком трудно для меня. Я только читал упрощенные книги, чтобы расширить свой словарный запас. Я перечитывал одни и те же главы 2-3 раза, может быть. Я снял другое видео, в котором я расскажу вам, какие книги я использовал, какие книги я прочитал. Смотрите его, пожалуйста. Но была другая книга, «Нарния» называется. И вы видите, сколько неизвестных слов у меня было. Это был очень трудный текст. Ну да, и «Нарния» была переведена на русский язык. Поэтому, да, это было слишком трудно, и я думаю, что мне понадобился 3 месяца, чтобы закончить книгу, чтобы прочитать книгу и так далее. Но большинство времени я только читал упрощенные книги. И сейчас я нахожусь в последнем этапе. Что я делаю сейчас в этом этапе, последнем этапе? Я читаю русские новости, я говорю носителями языка, я смотрю видео на YouTube. И да, например, когда я читаю новости, я понимаю 70-80% без словаря.
И это очень круто, ребята, для меня, по крайней мере. А потом, я бы сказал, что я знаю около 5000 слов, но это пассивно, конечно, потому что мой активный словарный запас может быть меньше. Но это достаточно, чтобы вести коммуникацию с носителями языка, чтобы говорить по любую тему. И, ну да, я даже говорю бегло, в зависимости от контекста. Это все, ребята, надеюсь, что вам понравилось. Если вы хотите выучить русский язык, начните сегодня, и вы посмотрите, чего добьетесь через 2 года. Нет необходимости следовать моему плану, если вы мотивированы и готовы учиться каждый день. Удачи вам, ребята, пока!